Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о кофе, что мы знаем о нем. Услышав слово кофе, многие сразу представляют запотевшую витрину кофейни, бодрящий аромат по утрам и пенку на капучино, на которой бариста нарисовал сердечко. Другие вспомнят 2 в 1, 3 в 1 или банку растворимого кофе на кухне, которая спасает, когда нужно проснуться за 5 минут до выхода. А кому-то кофе совсем не нравится и уверен, что это просто горькая черная вода. И как такое вообще можно пить, предпочитая чай? Тем не менее, кофе встречается повсюду. В офисах, на заправках, в уютных кафе и на полках супермаркетов. Мы видим его в кино, в стаканчиках в руках у прохожих и в своих чашках каждый день. Но откуда появились эти зернышки и что за растения, знают немногие. Поэтому здесь и сейчас мы и поговорим о кофе поподробнее. Поехали! Чтобы узнать, что такое кофе, мы отправляемся в Африку, в район лесистых гор юго-западной Эфиопии. Именно здесь, в речных долинах региона Кефа, на внушительной высоте от 1600 до 2000 метров над уровнем моря, до сих пор сохранились первозданные дикие заросли этого растения. Биологи называют его кофе аравийский или кофейное аравийское дерево, и относится оно к роду кофе из огромного семейства мареновых. Кофе делит одну родословную с хинным деревом, которое веками спасало людей от малярии, и со скромной мареной красильной, чьи корни дарили тканям благородный красный цвет. Даже капризная красавица гордения, что украшает подоконники, ближайшая родственница кофе. Кофе очень интересное растение. Оно не знает зимнего сна и растет круглый год, совершенно не считаясь календарем. Кофе живет в своем особом рваном ритме. На одном и том же дереве можно одновременно увидеть и нежные белые цветы, и твердые зеленые завязи, и уже налившиеся соком спелые плоды. Жизнь на его дереве никогда не замирает, превращая растение в вечный живой конвейер. Стоит пройти хорошему тропическому ливню, как дерево разом выбрасывает множество нежных белых бутонов с легким ароматом жимолости и жасмина, и кажется, что на ветке набросили пышные кружевные гирлянды. Но эта красота ненадолго. Цветы живут всего пару дней, а затем стремительно увядают. Однако из-за того, что разные ветки просыпаются в разное время, этот праздник жизни кочует по дереву постоянно. Пока одна веточка уже отстрелялась и сбросила лепестки, соседняя только готовится надеть белое платье. Созревая, плоды становятся глянцевыми, густо-красными, цвета спелой вишни. Тонкий слой съедобной мякоти окружает пару семян с глубокой бороздой, знакомые всем кофейные зерна. Яркий сладкий плод к тому же привлекает обезьян и птиц. Они проглатывают его, переваривают мякоть и выделяют нетронутые семена, тем самым распространяя кофе. Из-за того, что кофе постоянно путает времена года, собрать урожай задача не из легких. Плоды на одной ветке никогда не созревают одновременно. Одни уже просятся в корзину, а другие еще совсем зеленые и твердые. Поэтому кофе в основном собирают вручную, обходя каждое дерево по многу раз, выбирая только те плоды, что созрели. И собирают люди кофе правильно, ради кофеина, который содержится в кофейном зерне. Сам кофеин появляется в кофейном дереве вовсе не для того, чтобы бодрить нас по утрам. У природы на этот счет были свои, куда более суровые соображения. Для растения это высокотехнологичное химическое оружие, изощренное средство защиты и одновременно инструмент тонкой дипломатии. Начнем с того, что кофе – настоящий единоличник. Кофеин пропитывает дерево целиком. Он есть в корнях, в глянцевых листьях и, конечно, в самих семенах. Когда старая листва отмирает и опадает, кофеин не исчезает просто так. Он просачивается в почву и начинает действовать как природный гербицид. Он попросту травит землю вокруг, подавляя прорастание и развитие любых конкурентов. Кофе не терпит соседей и сам расчищает себе место под солнцем, создавая вокруг ствола зону отчуждения для других трав и кустарников. Но главная роль кофеина – это оборона. В мире насекомых и грибов это вещество является мощным токсином, зачастую летальным. Если какой-нибудь вредитель решит полакомиться сочным листом или спелой ягодой, ударная доза кофеина может парализовать его нервную систему. Это идеальный страж, который день и ночь охраняет покой
покой дерева. Однако природа была бы слишком проста, если бы использовала кофеин только как яд. Самое удивительное происходит в период цветения. Оказывается, у кофейного дерева, а также у некоторых его дальних родственников из мира цитрусовых, кофеин содержится даже в нектаре, и здесь его доза отмерена с аптекарской точностью. Зачем дереву подпаивать своих опылителей? Все дело в памяти. Ученые выяснили, что крошечная безвредная капелька кофеина действует на пчел как мощный стимулятор. Она помогает насекомому лучше запомнить именно этот цветок и его аромат. Пчела, получив свой заряд бодрости, с гораздо большей вероятностью вернется к кофейному дереву снова. Это тонкий фармакологический расчет. Доза ровно такая, чтобы вызвать привыкание и заставить опылителя работать эффективнее, но при этом не причинить ему никакого вреда. Так и живет это удивительное растение, используя одно и то же вещество и как разящий меч против врагов, и как сладкую приманку для друзей. Но как человек додумался до употребления кофе, причем не плодов, а именно кофейных зерен? Чтобы понять, как человек додумался превратить косточку в любимый напиток, нам нужно вернуться на 1000 лет назад, в те самые горы Эфиопии. Ведь поначалу никто и не думал ничего заваривать. Существует старинная легенда о пастухе. Говорят, он заметил, что его козы, обычно степенные и спокойные, после поедания ягод с дикого куста начинают вести себя странновато, скачут, танцуют и не желают спать даже глубокой ночью. Попробовал пастух ягоды сам и почувствовал, как по телу разливается бодрость, а усталость исчезает, будто ее и не было. Но путь от этой лесной находки до чашки на нашем столе был долгим и совсем не похожим на современную кофейную культуру. Первыми потребителями кофе были воины кочевых племен. Они не варили напиток, а делали из кофе энергетические батончики. Они смешивали измельченные сырые ягоды и зерна с животным жиром, скатывая их в шарики. Такая еда была незаменима в долгих переходах по пустыне. Жир давал калории, а кофеин – выносливость. Позже люди додумались использовать сладкую мякоть ягод. Из нее делали забродивший напиток, некое подобие кофейного вина. Оно бодрило, но это все еще было далеко от того вкуса, который мы знаем. Да и все-таки, как именно человек решил обжарить зерно – загадка. Скорее всего, это был случай. Возможно, кофейные ветки попали в костер, и кто-то почувствовал тот самый дурманящий аромат, который выделяют только жареные зерна. Оказалось, что огонь творит чудо. Скучные серые горькие косточки под воздействием жара превращаются в ароматное сокровище. А настоящая революция случилась, когда кофе пересек Красное море и попал в Йемен. Здесь примерно в 15 веке суфии, мусульманские мистики, первыми начали готовить отвар из обжаренных зерен. Для них кофе стал священным напитком. Он позволял сохранять бодрость и ясность ума во время многочасовых ночных молитв. Именно из Йемена через порт Моха кофе начало свое триумфальное шествие по миру. Рассказывают, что когда напиток добрался до Европы, католические священники были в ужасе. Они называли его черной кровью неверных и уловкой сатаны. Но папа Климент VIII решил лично проверить, что же так пугает его свиту. Попробовал чашку и воскликнул: «Этот напиток дьявола так вкусен, что было бы жаль оставить его только неверным. Давайте окрестим его и сделаем христианским». В свою очередь, Йемен веками держал мир на кофейном крючке. Арабы охраняли свои деревья строже, чем сокровищницу султана. Чтобы никто другой не смог вырастить у себя чудо-дерево, на экспорт шло только обжаренное или ошпаренное кипятком зерно. Убитое, неспособное дать росток. Но там, где есть запрет, всегда найдется смельчак. Первую брешь в монополии пробил индийский суфи по имени Баба Будан. Примерно в 1600 году, возвращаясь из паломничества в Мекку, он тайно вывез 7 живых кофейных зерен, привязав их к своему животу под одеждой. Их хватило, чтобы в горах Индии зашумели первые кофейные рощи. А дальше началась настоящая гонка вооружений между великими морскими державами. Голландцы, известные своей деловой хваткой, выкрали саженцы из Йемена и переправили их на остров Ява. Там кофе так прижился, что само слово Ява
долгое время было синонимом чашки крепкого напитка. Голландцы стали первыми кофейными королями Европы. Французы тоже не хотели отставать. Рассказывают, что когда кофейное дерево подарили королю Людовику XIV, он так им дорожил, что построил для него первую в мире стеклянную оранжерею. Но один молодой офицер, Габриэль де Клио, решил, что кофе должен расти во французских колониях. Он выкрал росток из королевского сада и отправился на остров Мартиника. Росток выжил, и через 50 лет на острове росло уже 18 миллионов деревьев. В 18 веке португальцы мечтали заполучить кофе из французской Гвианы, но губернатор отказывал им наотрез. Тогда они отправили в Гвиану молодого красавца-офицера Франциско де Малапальета. Он не стал воровать зерна или грабить плантации, он просто очаровал жену губернатора. На прощальном обеде в знак симпатии она преподнесла ему роскошный букет цветов, среди которых были спрятаны живые черенки кофейного дерева. С этого букета и началась великая кофейная история Бразилии, которая сегодня поет кофе полмира. Первое официальное упоминание о кофе в России относится к 1665 году. Тогда придворный лекарь прописал царю Алексею Михайловичу, отцу Петра I, необычное лекарство – вареное кофе, персиянами и турками знаемое. Изрядное есть лекарство против насморков и головных болей. В те времена к черному горькому отвару относились исключительно как к микстуре, которую пили через силу, морщась и не помышляя наслаждения. Настоящий кофейный прорыв совершил Петр I. Пристрастившись к напитку в Голландии, он решил, что в России без кофе прогресса не будет. Петр действовал в своем репертуаре, силой вводил новую моду, заставляя бояр пить сие горькое пойло на своих ассамблеях. Для консервативного общества в того времени это было шоком. Старообрядцы вовсе проклинали новинку, сложив поговорку: кто пьет чай, отчаивается, кто пьет кофе, тот кофнет, то есть умрет. Но Петр был непоколебим. В 1720 году по его указу в Петербурге открыли первый кофейный дом – 4 фрегата. Царь даже велел угощать кофе бесплатно всех посетителей кунсткамеры, чтобы привлечь людей в музей. Со временем привычка прижилась, и уже при Анне Иоанновне кофе стал обязательным атрибутом дворцовой жизни. К середине 19 века кофе перестал быть привилегией царей. Его начали пить купцы, литераторы. Пушкин был большим любителем зайти в кондитерскую Вольфа Беранжье на чашечку кофе. И даже простые горожане. Появились профессиональные кофейницы, женщины, которые ходили по домам и гадали на кофейной гуще, что только добавило напитку мистического ореола. И веками мир знал только один вкус кофе. Это вкус арабики. Те самые паломники, что везли семена из Йемена, и офицеры, доставлявшие саженцы на острова Карибского моря, верили, что кофе бывает только таким – ароматным, нежным, со сложным характером. Арабика царила на плантациях единолично, и никто не искал ей замены, пока не грянул гром. Все изменилось в конце 19 века, когда по кофейному миру пронеслась настоящая катастрофа. Появился невидимый враг – гриб кофейной ржавчины. Он действовал быстро и беспощадно. Листья деревьев покрывались рыжими пятнами и опадали, а сами растения засыхали на корню. Эпидемия была такой силы, что, например, на острове Цейлон, нынешняя Шри-Ланка, кофе погиб полностью. Представьте себе, процветающие плантации превратились в кладбище погибших деревьев, и людям в отчаянии пришлось вырубать их и засаживать все чаем. Мир оказался на пороге кофейного голода. Нежная арабика, привыкшая к тепличным условиям высокогорий, не могла сопротивляться болезни. И тогда люди обратили взор на джунгли бассейна реки Конго. Там, в жарких и влажных низинах, обитал дикий сородич – кофе канифора, который мы теперь называем робустой. Ее имя происходило от английского робуст – крепкий, устойчивый, и она полностью оправдала это название. Оказалось, что робуста была устойчивой к кофейной ржавчине, она не боялась жары и была устойчива к вредителям. Кстати, в ней было в 2 раза больше кофеина, того самого природного яда, который защищал дерево от любой напасти.
фермеры начали массово засаживать плантации этим новым выносливым видом. Долгое время за робустой тянулась слава второсортного кофе. Ее считали грубой, горькой, невкусной. Но, как выяснилось, виновато было не само дерево, а наши отношения. Ради наживы ее обрабатывали в спешке, сушили ягоды за сутки вместо недели, сваливали в кучу спелые плоды с гнилыми и плесневелыми. И неудивительно, что в чашке получалась жженая резина. Но сегодня все меняется. Оказалось, что если относиться к робусте с тем же почтением, что и к арабике, тщательно отбирать ягоды, не спешить с сушкой и следить за чистотой, она раскрывается совершенно иначе. И, кстати, у нее еще одно отличие. В ней совсем нет той самой кислинки, которую многие так не любят в арабике. Так и сложился наш современный кофейный мир. Помимо арабики и робусты, которые поделили между собой почти весь мир, в кофейном семействе есть и другие, пусть и очень редкие виды. Самый знаменитый из них – это либерика. Если арабика – это кустарник, то либерика – это лесной великан. Это дерево может вымахать до 20 метров в высоту, а его ягоды крупнее. Еще один редкий гость – эксельса. Долгое время ученые спорили, считать ли ее отдельным видом, но в итоге признали разновидностью либерики. Однако характер у нее свой. Эксельса дает невероятно сложный вкус, в котором уживаются и глубокие темные ноты, и яркая фруктовая кислинка. Ее часто добавляют в элитные смеси, чтобы придать напитку загадочную многогранность, которую невозможно получить от обычных зерен. Еще одно удивительное открытие ждало ботаников в лесах Камеруна. Там обнаружили камерунский кофе или кофе Шарье. Растение названо в честь Андре Шарье, французского ботаника и генетика, известного своей работой в области селекции и исследований кофе. Главная уникальность этого дерева в том, что он производит природный декаф. Это первый обнаруженный вид кофейного растения, не содержащий кофеина. Пока другие деревья тратят силы на производство кофеина для защиты, это камерунское чудо практически не содержит его в своих зернах. Отсутствие кофеина связано с генетической мутацией. У растения есть гены для синтеза кофеина, но процесс создания белка нарушен и кофеин не производится. Вместо кофеина он производит теобрамин. А мы переносимся на плантацию кофе. Чтобы понять, как кофе попадает в вашу чашку, нужно представить огромный кофейный пояс Земли. Это узкая полоса вдоль экватора. И только здесь, в тепле при высокой влажности, кофейное дерево чувствует себя как дома. Все начинается с дерева, усыпанного плодами. На одних плантациях ягоды собирают вручную. Если дерево растет на равнине и созревает дружно, применяется стриппинг, сдирают все ягоды с ветки разом, или механическую уборку. Но именно ручной труд дает тот самый чистый вкус. Потом ягоду обрабатывают, запускают процесс ферментации. Это биологическая кухня, где главную роль играют энзимы, белки-катализаторы. Энзимы расщепляют пектин, липкую оболочку вокруг зерна. Это позволяет чисто отделить косточку от мякоти ягоды. Внутри зерна энзимы дробят сложные белки на аминокислоты, а крахмал на простые сахара. Позже во время обжарки эти элементы вступят в реакцию и станут ароматами. Существует несколько способов обработки. Это сухая ферментация, когда зерно бродит внутри ягоды на солнце, насыщая сладостью мякоти. Мытая ферментация. Брожение происходит в чанах с водой, что дает чистый и яркий вкус. И анаэробная ферментация. Процесс идет в баках без доступа воздуха, создавая сложные ноты. Работа энзимов превращает сырье в сложный химический концентрат. Без этого этапа вкус кофе остался бы плоским и травянистым. Иногда люди выбирают совсем уж причудливые способы обработки зерна. Самый известный пример – индонезийский кофе Kopi Luwak. Главный герой здесь мусанг или пальмовая цвета. Этот зверек настоящий кофейный гурман. Он лазает по деревьям и выбирает только самые спелые и самые сладкие ягоды. В желудке мусанга мякоть переваривается, но само зерно остается целым. Однако за то время, что косточка проводит внутри зверька, на него воздействуют особые ферменты и желудочный сок. После того, как зерна выходят естественным путем, их тщательно собирают, промывают и обжаривают. Если мусанг выбирает ягоды сам, то в Таиланде решили масштабировать этот процесс, создав кофе «Черный бивень». Как понятно из названия, здесь в дело вступают слоны. Фермеры смешивают спелые ягоды арабики с бананами и тростником, которых кормят слонов.
Происходит медленная ферментация, где травяной рацион слона насыщает зерна уникальным ароматом. Но слонами и цветами список не ограничивается. Переходим к птицам. В Бразилии обитает птица жаку или каштаново-брюхатая гуань. Эти птицы налетали на плантации и съедали лучший урожай. Сначала фермеры боролись с ними, а потом поняли, что обработанный птицами кофе обладает исключительным вкусом. Теперь жаку – почетные работники плантации. А в Коста-Рике это летучие мыши. И в отличие от других, летучие мыши не глотают зерно. Они надкусывают спелую ягоду, чтобы выпить сладкий сок, и оставляют зерно висеть на ветке. Там оно подсыхает естественным образом, вступая в контакт с ферментами слюны мыши. Эти методы часто вызывают споры об этике и экологии, но они доказывают одно: человек готов пойти на самые странные эксперименты, чтобы найти тот самый идеальный и неповторимый вкус кофе. А возможно и просто неплохо подзаработать. После сушки зерно, еще одетое в защитную пергаментную оболочку парчмент, должно отдохнуть на складе пару месяцев. Только перед самой отправкой его отправляют на халинг, машину, которая снимает последнюю рубашку, оставляя то самое зеленое зерно, которое пахнет свежескошенной травой. Зеленое кофе засыпают в джутовые мешки и грузят в огромные морские контейнеры. Это самый долгий этап. Зерно пересекает океаны. Важно, что в контейнере было сухо. Кофе жадно впитывает влагу и посторонние запахи. В таком виде кофе попадает к обжарщикам. Именно здесь, под воздействием огня в ростере, происходят химические чудеса. Серая невзрачная косточка становится коричневой, ароматной и хрупкой. Процесс проходит через 3 ключевых этапа. Это сушка. Зерно теряет влагу, желтеет и начинает пахнуть печеным хлебом. Реакция Майяра – главный химический процесс. При температуре около 160 градусов сахара и аминокислоты вступают в реакцию, создавая коричневый цвет и базовые ароматы – ореховые, шоколадные или карамельные. И карамелизация. Сахара внутри зерна плавятся, делая вкус глубже. В этот момент происходит первый крак. Зерно лопается от давления пара, как попкорн, и увеличивается в объеме. От того, в какой момент мастер остановит процесс, зависит характер напитка. Светлое или скандинавское. Зерно выгружают сразу после первого крака. В нем сохраняется максимум теруара. Высокая кислотность, ноты ягод, цветов и цитрусов. Среднее, универсальное. Зерно становится шоколадно-коричневым. Кислотность сглаживается, появляется выраженная сладость и плотность. И темное. Процесс доводят до второго крака, когда на поверхность выходят масла. Кислотность исчезает, доминирует горечь, ноты жженого сахара, дыма и специй. После свежеобжаренный кофе должен отдохнуть от 2 до 7 дней, чтобы из него вышел лишний углекислый газ, мешающий завариванию. С этого момента начинается обратный отсчет. Свежеобжаренный кофе лучше всего выпить в течение первого месяца, пока его эфирные масла не улетучились. Зерно перемалывают, в идеале прямо перед завариванием, и заливают водой. За несколько минут вода забирает у зерна все то, что оно копило месяцами под тропическим солнцем, преодолевая тысячи километров. И это еще не все. Сегодня, чтобы разобраться в кофейной карте, нужно понимать, как именно вода извлекает вкус из зерна. Самый концентрированный вариант – это эспрессо. Его готовят в мощных машинах, которые под огромным давлением буквально выдавливают из кофе все соки за 30 секунд. Это база. Добавьте сюда горячую воду, получите американо. Добавьте взбитое молоко, выйдет капучино или латте. Для тех, кто любит процесс попроще, существует турка. Здесь очень мелкий помол, варится вместе с водой, поэтому напиток получается густым, плотным и с осадком на дне. А в офисах часто используют френч-пресс или фильтр кофе, где вода просто настаивается с зерном или медленно проходит через него, давая более мягкий вкус. Но отдельная история – это растворимый кофе. Многие думают, что это какая-то химия, но на самом деле это обычный кофе, который уже сварили за вас на заводе. Его готовят в гигантских чанах, получают густой экстракт, а потом сушат 2 способами. В дешевом варианте его распыляют горячим воздухом, получается порошок, а в дорогом замораживают и испаряют лед, получая плотные гранулы, сублимат. Последний способ гораздо лучше сохраняет вкус и аромат оригинала. Однако стоит быть внимательнее с пакетиками 3 в 1 или 2 в 1.
Кофе там обычно меньше всего. Львиную долю состава занимает сахар, сухие сливки на растительном жире и ароматизаторы. Это скорее кофейный десерт, чем настоящий бодрящий напиток. Настоящий кофе – это всегда история про само зерно, воду и правильную температуру. Вообще, влияние кофе на организм – это сложный процесс, где основой выступает, конечно же, кофеин. По своей структуре он поразительно похож на аденозин, молекулу, которая сигнализирует нашему мозгу об усталости. Когда мы пьем кофе, кофеин занимает место аденозина в рецепторах, буквально обманывая мозг и не давая ему почувствовать утомление. Это вызывает каскад реакций. Выброс дофамина улучшает настроение, а адреналин заставляет сердце биться чаще и мобилизирует запасы энергии. Однако медицинское досье кофе выходит далеко за рамки простой бодрости. Современные исследования показывают, что умеренное потребление напитка связано со снижением риска развития болезни Альцгеймера и Паркинсона. Это объясняется действием антиоксидантов и полифенолов, которые присутствуют в кофе. Они защищают клетки мозга от окислительного стресса и воспалений. Также кофе благотворно влияет на печень, снижая риск цирроза и рака этого органа. Со стороны сердечно-сосудистой системы картина неоднозначна. У людей, не привыкших к напитку, кофе может кратковременно повышать артериальное давление, однако у регулярных потребителей этот эффект нивелируется. Важно понимать, что на каждого кофе действует по-разному, и все дело в наших генах. У одних людей организм перерабатывает кофеин мгновенно. Они могут выпить чашку кофе на ночь и спокойно уснуть. У других же этот процесс идет очень медленно. Даже от нескольких глотков у них начинает колотиться сердце и появляется тревога. Поэтому не стоит ориентироваться на соседа. Лучше прислушиваться к собственной реакции. Также кофеин стимулирует секрецию соляной кислоты в желудке, поэтому пить его натощак не рекомендуется людям с чувствительным ЖКТ. Главное правило медицины в отношении кофе – умеренность и внимание к собственным реакциям. Есть, конечно, у кофе и другая сторона медали. Кофейная индустрия – это идеальный пример того, как на природном стимуляторе выстраиваются колоссальные состояния. Кофе бодрит не только человека, но и глобальную экономику, заставляя рабочих трудиться дольше, а инвесторов зарабатывать на каждом глотке. Мировой рынок поделен между тремя гигантами. Бразилия заваливает мир дешевой арабикой с огромных механизированных плантаций. Вьетнам стал королем робусты, обеспечивая сырьем гигантов индустрии растворимого кофе. Колумбия же выстроила дорогой бренд идеального мягкого кофе. Но больше всего наживаются не те, кто выращивает, а те, кто перерабатывает. Германия, не имея ни одного кофейного дерева, является одним из крупнейших реэкспортеров в мире. Схема проста: за бесценок скупить зеленое сырье, обжарить на своих высокотехнологичных заводах и перепродать дороже. Основная прибыль остается в Европе, а не в Эфиопии, Бразилии или Вьетнаме. А цена формируется на биржах Нью-Йорка и Лондона. И кофе – это второй по объему торгов биржевой товар в мире после нефти. Инвесторы делают ставки на засухи и неурожаи, взвинчивая цены и зарабатывая на спекуляциях. Исторически кофе стал идеальным инструментом капитализма. С распространением кофе в Европе в 17-18 веках на смену сонному пиву пришел напиток, который повышал производительность труда. Кофе бодрил рабочего, позволял ему дольше стоять у станка, и офисного клерка заставлял его мозг работать быстрее. Этот напиток, который буквально окупал себя, увеличивая выработку тех, кто его пьет. Без кофе история человечества определенно двигалась бы в другом темпе. Если алкоголь на протяжении веков был способом уйти от реальности и расслабиться, то кофе стал катализатором эпохи просвещения и промышленной революции. В Европе 17 века кофейни заменили пивные. Вместо хмеля люди получали заряд бодрости и ясности ума. Без этого стимулятора научный прогресс мог бы наступить значительно позже, а темп интеллектуальной жизни был бы более размеренным. Без этого допинга для мозга индустриальная революция могла бы буксовать гораздо дольше, просто потому, что у людей не хватало бы фокуса внимания для решения сложных инженерных и финансовых задач.
Хорошо это или плохо? Вопрос открытый. Это хорошо для истории, потому что мы живем в мире высоких технологий, быстрых открытий, но это тяжело для биологии человека, так как мы вынуждены жить в темпе, который без стимулятора просто не выдержал бы. Мы стали быстрее, но вместе с тем гораздо более уставшими. С одной стороны, кофеин — это тот самый хлыст, который заставляет нас добежать, доделать отчет, дописать главу, дотянуть до выходных. Мы превратили свой организм в высокоскоростной двигатель, который работает на заемном топливе. Проблема в том, что кофеин не дает новой энергии, он лишь отключает датчик пустого бака. С другой стороны, простое человеческое поспать. Природа создала механизм усталости как защитный клапан, чтобы система не перегорела. Если мы постоянно выбираем добежать, то в какой-то момент дистанция становится бесконечной, а финиш недостижимым из-за хронического выгорания. Пожалуй, мир без кофе был бы медленнее и честнее. Мы бы чаще спали, когда устали, и реже совершали великие, но изматывающие подвиги. Так что ответ на вопрос, хорошо это или плохо, зависит от того, что вам сейчас нужнее. Результат любой ценой или мир с самим собой. В конечном счете, кофе — это просто инструмент. Как молоток или острый нож, он может быть полезен, а может и поранить. Если использовать его с умом, он помогает сфокусироваться на важном, дописать сложный проект или просто сделать утро чуть более приятным. Но если превратить его в единственный способ существовать, организм рано или поздно выставит счет. Кофеин — это кредит, который мы берем у собственного тела, и отдавать его придется самым ценным ресурсом – временем нашего отдыха. Мир не рухнет, если вы сделаете паузу без допинга. Возможно, именно в тишине и спокойствии, а не в кофейной суете, к нам приходят самые здравые мысли. За столетия этот напиток прошел путь от горькой микстуры до главной привычки человечества. Кофе расселился по всему свету и бодрит сегодня миллионы людей. Его готовят по-разному, его пьют утром, в обед и даже вечером, справедливо называя топливом современной цивилизации. Кофе — это универсальный продукт, который сочетает в себе простоту и важность. Он питает энергией, спасает в трудные минуты, вдохновляет на открытие и продолжает играть ключевую роль в жизни людей по всему миру. Как бы его ни называли, черным золотом, эликсиром бодрости или просто кофе, он заслуживает своего статуса в нашей жизни. И, конечно, дорогие друзья, все должно быть в меру. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.